Около 9000 лет назад в некоторых районах пустынь мира господствовал влажный климат. На протяжении тысячелетий эти зеленые пустыни служили обиталищем для разнообразных животных и человеческих сообществ. В ходе археологических раскопок в пустынях были обнаружены многочисленные удивительные находки. Восточная Сахара, которая когда-то была дном океана, скрывает тайну одного из наиболее поразительных преобразований в истории животного мира. 37 миллионов лет назад 15-метровое существо с огромной пастью и острыми зубами умерло и опустилось на дно древнего океана Тетис. Сегодня в этой пустыне находят скелеты гигантских китов. Попытайтесь представить, что когда-то на этом месте было море, где киты плавали и ныряли. Археологам потребовался год, чтобы вскрыть скелет базилозавра, чьи ребра находятся на переднем плане фотографии, а позвонки — на заднем. Используя компьютерную томографию костей базилозавра, ученые создадут цифровую модель этого кита, как он плавал и охотился многие годы назад. Неожиданная находка была обнаружена работником нефтяной компании в удаленной части западной пустыни Египта. Это были идентификационные таблички самолета Kitty Hawk P-40, благодаря которым исследователям удалось проследить его происхождение и историю обслуживания. Старший сержант авиации Коппинг, летчик этой части, базировавшийся в Египте во время североафриканской кампании против Роммеля, предположительно потерял ориентацию, управляя поврежденным Кэти Хавком в направлении авиабазы. Известно, что он отклонился от курса и не долетел до базы. С тех пор, начиная с 1942 года, судьба его остается загадкой, буквально потерянной в песках времени. Остатки самолета показывают, что была совершена аварийная посадка. Самолет Дениса Коппинга был обнаружен почти в неизменном состоянии рядом с укрытием, которое, вероятно, он соорудил, ожидая помощи. Удивительно, но за прошедшие 70 лет самолет почти не пострадал. Вооружение и боеприпасы находились поблизости. Большинство приборов в кабине осталось неповрежденными, а изогнутые пропеллеры лежали на небольшом расстоянии от самолета. Видимо, пилот выжил после крушения. Раскрытый парашют возле самолета, возможно, использовался пилотом в качестве защиты от солнца. Радиоприемник и батареи были вынесены из самолета, что указывает на попытки пилота установить радиосвязь. Если бы он умер в самолете, его останки были бы найдены там. Однако, поскольку за ним никто не прибыл после падения, вероятнее всего, он пытался выбраться из пустыни самостоятельно, но, к сожалению, погиб. На юге Перу палеонтологи обнаружили окаменелые останки древней птицы, которая жила около 35 миллионов лет назад. По всей видимости, это был гигантский пеликан, достигавший в высоту 1,8 метра. Обнаруженные ископаемые останки древней птицы удивительно сохранили даже следы кожи. Эта находка является сенсацией, поскольку аналогичные случаи ранее не были задокументированы ни в одной стране мира. Ученые предполагают, что эта птица обитала в период, известный как Эоцен, который начался около 40 миллионов лет назад и завершился 23 миллиона лет назад. Останки были найдены в пустыне прибрежной области Ика, через которую в январе прошел маршрут Ралли-Дакар 2013. Это событие вызвало серьезные опасения среди перуанских ученых, которые выразили беспокойство о том, что гонка могла нанести ущерб еще не обнаруженным археологическим находкам. В этой же пустынной области Ика ранее были найдены ископаемые останки древних китов, огромных акул и пингвинов. В Перу также была обнаружена мумифицированная рука с 3 20-сантиметровыми пальцами в пустыне, в туннеле, где инки практиковали захоронения. Несколько месяцев назад в той же местности ученые нашли странную вытянутую голову, которая, как и рука, принадлежит существу, неизвестному науке. Определить происхождение трехпалой руки оказалось непростой задачей. Ученые тщательно изучают эту конечность, включая проведение рентгеновского обследования. Рентген показал, что в структуре руки 5 суставов и 5 костей,
что отличается от строения человеческой руки. Кроме того, на руке обнаружены ноготь и фрагмент металлического кольца под кожей, а ладонь имеет несколько переломов. Наиболее известным кораблекрушением в пустыне является Эдвард Болин, немецкое судно длиной около 100 метров, которое село на мель у побережья пустыни Намиб 5 сентября 1909 года. Судно было построено в Гамбурге в 1891 году и совершало рейсы по маршруту Гамбург-Западная Африка. Однако быстрые течения и густые туманы, свойственные для побережья пустыни Намиб, стали причиной катастрофы. С течением времени море отступило, и корабль превратился в призрачное появление в пустыне. Попытки извлечь судно из мели не принесли успеха. Во время попытки буксировки Эдварда Болина стальной трос, использованный помогающим судном, оборвался. Пассажиры корабля остались невредимы и были успешно эвакуированы. Сейчас останки корабля, покрытые ржавчиной и частично засыпанные песком, находятся на расстоянии нескольких сотен метров от береговой линии. Ливийское пустынное стекло — это один из самых редких природных минералов на Земле. Именно из этого минерала был сделан амулет, найденный в гробнице Тутанхамона. Когда задают вопрос о самом редком минерале на планете, многие думают о драгоценных металлах или различных цветных вариантах алмазов. Однако, возможно, самым редким из них является именно ливийское пустынное стекло. Этот материал представляет собой небольшие фрагменты светло-зеленого или светло-желтого цвета, иногда прозрачные. Они практически полностью состоят из оксида кремния и, предположительно, образовались при температуре более 2000 градусов Цельсия. Возраст ливийского пустынного стекла оценивается в 30 миллионов лет. Процесс образования ливийского пустынного стекла до сих пор не установлен окончательно. Наиболее популярная гипотеза предполагает, что многие годы назад в пустыню упал или взорвался в воздухе огромный метеорит. От удара такой мощности образовался кратер, в результате чего песок расплавился. Эта жидкая смесь была разбросана по обширной территории. В ходе быстрого охлаждения во время полета расплавленный песок превратился в стекло. Со временем ветер и песок отполировали эти стеклянные куски до их блестящего состояния. Во многих мировых легендах рассказывается о гигантах, великанах и титанах, упоминания о которых встречаются во всех древних письменных источниках. Часто поступают сообщения о находках скелетов людей необычного роста в разных частях мира. Это поднимает вопрос: могли ли наши предки быть гигантами? В пустыне Сахара были обнаружены захоронения каменного века, датируемые примерно 5000 лет назад. В 2006 году было найдено около 200 захоронений, и многие из них отличались высоким ростом — более 2 метров. В Турции также были найдены гигантские окаменелости. Человеческая нога, кость которой достигает длины 120 сантиметров, указывает на то, что ее владелец мог иметь рост около 5 метров. В Китае обнаружены останки людей высотой 3,5 метра и весом 300 килограммов. В Австралии антропологи нашли окаменелый зуб высотой 77 и шириной 42 миллиметра, что предполагает рост его владельца в 7,5 метров и вес в 370 килограммов. Анализы показали, что возраст находки составляет 9 миллионов лет. Существует предположение, что все великие древние монументы, такие как египетские пирамиды, Стоунхендж и Сфинкс, были построены гигантами, которые, по мнению ученых, представляют собой расу, предшествующую нам. Антропологи нашли на камнях инков рисунки, обнаруженные в пустынях Перу, изображающие людей, живущих с динозаврами. Сравнение этих рисунков выявило удивительное сходство пропорций между человеком и динозавром, что поднимает гипотезу о существовании в эпоху динозавров людей-гигантов. На одном изображении изображен человек у динозавра с отрезанной головой. Картриджи Atari. В течение последних 30 лет существовала легенда о том, что миллионы непроданных копий игры были похоронены в пустыне Аламогордо.
Одной из причин финансовых трудностей, приведших к банкротству когда-то ведущего производителя видеоигр Atari, стала неудачная игра, созданная по мотивам фильма о инопланетяне Стивена Спилберга и выпущенная для консоли Atari 2600. Разработчики стремились создать выдающуюся игру и ожидали высоких продаж. Однако игра оказалась коммерческим провалом, и миллионы картриджей были возвращены из-за их низкого качества. Согласно легенде, около 4 миллионов картриджей было захоронено в районе Аламогордо, штат Нью-Мексико. Сегодня эта легенда нашла свое подтверждение. Компания Microsoft, занимающаяся созданием эксклюзивного документального сериала для Xbox Live, обнаружила легендарные картриджи Atari. Участники раскопок активно делились в социальных сетях фотографиями найденных картриджей. Эти находки были представлены в документальных фильмах Atari Game Over, доступных к просмотру только на консолях Xbox 360 и Xbox One. Пропавшая армия персидского царя Камбиза II. Бесчисленные останки, драгоценности и оружие, найденные итальянскими археологами в египетской пустыне, могут принадлежать армии Камбиза II, сына Кира Великого. Около 2500 лет назад могущественная армия персидского царя Камбиза II бесследно исчезла. Останки этой великой армии были затеряны в песках западной части египетской пустыни. Это сенсационное открытие может помочь разгадать одну из наиболее значимых тайн археологии, утверждают ученые. Бронзовое оружие, серебряные браслеты, серьги и сотни человеческих костей были обнаружены в обширных просторах Сахары, куда редко ступает нога человека. Эти находки возрождают надежду на то, что затерянная армия Камбиза II, которая была мгновенно погребена под слоем песка в результате разрушительной песчаной бури в 525 году до нашей эры, наконец обнаружена. Знаменитый гейзер под названием Флай. Минералы, водоросли и цианобактерии придают ему удивительный цвет. Поток горячей воды из гейзера Флай не прекращается ни на мгновение. Гейзер регулярно извергает 3 струи воды, и в настоящее время его высота составляет почти 1,5 метра. Если же учесть окружающие террасы и природные возвышения, то общая высота достигает примерно 4 метров. На этом месте когда-то располагалось ранчо Флай. В 1916 году владелец ранчо начал бурение скважины, надеясь превратить засушливую территорию в плодородные влажные луга, но случайно пробурил геотермальный источник воды. Поскольку основная цель не была достигнута, скважина была временно закрыта. Спустя десятилетия, в 1964 году, кипящая вода начала прорываться на поверхность через эту скважину, образовав красивый маленький фонтан. С течением времени это место превратилось в живописную многоцветную достопримечательность. Подземные воды этой местности богаты разнообразными минералами и водорослями, что способствовало формированию стенок гейзера. Он продолжал расти и укрепляться, а минералы придавали ему яркие цвета. Однако долгое время о гейзере никто не знал, так как он был окружен болотами и затерялся среди степного ландшафта. Что думаете?